Привет-привет, дорогие любители вязания! Всем добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня для вас волшебный вязаный узор, который вас точно удивит. Как вы думаете, этот узор связан крючком или спицами? Перед тем, как я раскрою этот секрет, напишите свои предположения в комментариях. И я заранее попрошу вас поставить лайк этому видео и написать какой-нибудь комментарий, потому что только ваша активность показывает алгоритмам YouTube, что это действительно интересное видео, интересный прием, и в нем рассказываются действительно уникальные и интересные вещи в вязании. Без этого алгоритмы YouTube, к сожалению, мои видео просто пессимизируют и никому не показывают. Без алгоритмов YouTube я не могу продвигать свои видео и, соответственно, не могу их монетизировать. И мне приходится искать другие платформы. Если вы хотите, чтобы мои видео и дальше продолжали выходить на YouTube в бесплатном формате для всех, то, пожалуйста, с вас лайк и комментарий в самом начале видео. А теперь, чтобы не томить вас долго, скажу сразу. Этот узор выполнен крючком, как и многие другие узоры на моем канале. Но он невероятно искусно имитирует вязку спицами и делает это просто великолепно. Если вам нравятся такие узоры и техника вязания крючком, создающие эффект спиц, у меня есть для вас целый плейлист под названием «Крючком как спицами». Там вы найдете множество подобных узоров и готовых изделий, выполненных в этой технике. Ссылку на плейлист я оставлю в описании под видео. Всем добро пожаловать! Для узора набираю число петель кратное 8 плюс 2 петли для красоты, не для симметрии. Итак, я набираю раз, 2, 3, 4. Я набрала 34 петли и перехожу к вязанию первого ряда. Смотрите, каждый ряд, точнее не так. Смотрите, первый ряд я буду считать ряд, который провяжет начало и дойдет до конца. И этот ряд будет состоять из множества маленьких укороченных рядочков. И все эти укороченные рядочки будут начинаться с воздушной петли подъема каждый раз. Итак, делаю воздушную петлю подъема, дальше вкалываю крючок во второе звено от крючка за дальнюю тушку, подхватываю рабочую нитку и делаю соединительную петлю. В следующую точку делаю вторую соединительную петлю. Вот получается, я сделала 2 обычных соединительных петли. Дальше снова воздушная петля подъема и поворот. И в обратную сторону я делаю соединительные петли с накидами. У меня узор односторонний, и я буду только одну сторону вязать соединительные петли с накидами. Если вы хотите двусторонний узор, то обе стороны вяжите соединительными петлями с накидами. У меня такой задачи нет. Итак, делаю накид на крючке и точно так же за дальнюю дужку вкалываю крючок, вывожу петлю и протягиваю эту петлю через все петли, которые на крючке. Это первая соединительная петля с накидом или соединительный столбик с накидом. Я могу называть этот элемент и так, и чтобы вы не путались, я вам об этом как бы сообщаю. И добавляю вторую соединительную петлю с накидом. Вот получился вот такой вот небольшой элементик. Дальше снова воздушная петля подъема, поворот, и теперь делаю 8 соединительных петель обычных. За дальнюю тушку вкалываю крючок 1, в следующую точку за дальнюю тушку 2. Дальше начинается ступенька. Ступеньку надо красиво сомкнуть с нижним рядом. Здесь делается сцепка. Я вкалываю крючок вот в эту перемычку, вот так, и тут же вкалываю крючок в следующую петлю на ряд ниже и протаскиваю нить через все петли на крючке. Это 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот получился еще один элемент. Дальше опять делаю воздушную петлю подъема, разворот и в обратную сторону вяжу 6 соединительных петель, но с накидами. Делаю накид. Раз, 2,
3, 4, 5, 6. Снова воздушная петля подъема и поворот. И вот смотрите, уже 2 как бы веточки получается. И дальше мне нужно сделать выпуклый листик. Как он вяжется? Во второе звено от крючка вкалываю крючок и делаю сначала соединительную петлю. В следующую точку делаю столбик без накида. В следующую точку полустолбик с накидом. Так. Дальше опять полустолбик с накидом, столбик без накида и соединительная петля. Итого здесь 6 петель для вот этого выпуклого листика. И нужно сделать еще 2 петли, 2 соединительных петли до завершения этого элемента. Здесь ступенька, поэтому в каждый раз, когда я встречаю ступеньку, я делаю сцепку. Опять вкалываю крючок в дужку и на ряд ниже за дальнюю полупетлю. Делаю одну соединительную петлю и в следующую точку делаю вторую соединительную петлю. И еще один элемент вот в эту сторону теперь готов. Дальше элемент в обратную сторону. Опять воздушная петля подъема, поворот. И в обратную сторону я вяжу 10 соединительных петель с накидами. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь снова ступенька. И так как сейчас я нахожусь на изнаночной стороне, но моя сцепка выйдет на лицевую сторону, где вот эти вот красивые объемные косички, здесь сцепка делается чуть-чуть по-другому. Вкалываю крючок снова в перемычку и подхватываю еще вот эту ниточку. Дальше делаю накид на крючке и снова вкалываю крючок на ряд ниже за дальнюю полупетлю. Подхватываю рабочую нить и вытаскиваю петлю через все нити на крючке. Это 9. Здесь можно еще вот так подтянуть и вот так подтянуть во второй раз, чтобы петли стали того же размера, чтобы они не были слишком вытянуты. И последняя петля в этом рядочке, в последнюю точку, соединительная петля с накидом, это 10. Снова сделаю воздушную петлю подъема и поворот для следующего элемента. И вот смотрите, первый листик уже готов. Дальше смотрите внимательно. Дальше начнется та часть, которую я буду повторять. Это было лишь вступление. Да? Вступление, оно чуть-чуть всегда немножко отличается. Итак, раппорт, который повторяется. 16 соединительных петель за дальнюю дужку. Начинаю, как всегда, с воздушной петли подъема. Ее я сделала. Вкалываю крючок за дальнюю дужку и вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Затем делаю сцепку с нижним рядом. 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Вот 16 соединительных петель я сделала. Воздушная петля подъема, поворот и дальше опять будет листик. Это все мы уже с вами связали в начале. Итак, и делаю 6 соединительных петель с накидом. Начинаю, как всегда, во второе звено от крючка за дальнюю дужку. 1, 2, 3. Так. 4. 5.
6. Снова воздушная петля подъема, поворот, и здесь делаю выпуклый элемент листика. Во второе звено от крючка за дальнюю дужку соединительная петля, столбик без накида, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида и соединительная петля. И еще 2 соединительных петли в нижний ряд. Сначала делаю сцепку, это будет первая соединительная петля. И в следующую точку вторая соединительная петля. Воздушная петля подъема, поворот и в обратную сторону 10 соединительных петель, но с накидами. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ступенька, а значит делаю сцепку. Сцепка у меня пойдет на лицо. Поэтому вкалываю крючок в перемычку и в ниточку. Делаю накид в нижний ряд и протаскиваю петлю через все нити на крючке. Подтягиваю, подтягиваю. Это 9 и 10. И вот повторение первый раз закончено. Видите, у меня уже 2 листика. Дальше снова воздушная петля подъема, поворот и повторяю эту часть снова и снова. 16 соединительных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сцепку с нижним рядом. 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь делаю 6 соединительных петель с накидом. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Снова воздушная петля подъема, поворот. И в обратную сторону у меня будет выпуклый элемент листика. Соединительная петля, столбик без накида, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида и соединительная петля. И еще 2 соединительных петли в нижний ряд. Сначала делаю сцепку. Раз, два. Воздушная петля подъема, поворот и 10 соединительных петель с накидами в обратную сторону. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сцепка с нижним рядом. 9, 10. И еще один листик на этом готов. Воздушная петля подъема, поворот и снова 16 соединительных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Цепку делаю с нижним рядом. 11, 12, 13, 14, 15, 16. В конце имею в остатке 2 петли, все правильно. Воздушная петля подъема, поворот и 6 соединительных петель с накидами в обратную сторону. Раз, два, три, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот и выпуклый элемент листика. Соединительная петля, столбик без накида, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида, соединительная петля. Цепку с нижним рядом делаю и еще 2 соединительных петли в нижний ряд. Раз, и в последнюю точку 2. И опять петля подъема, поворот, и здесь делаю 10 соединительных петель с накидами в обратную сторону. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Цепка. Еще раз. 9, 10. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь 16 петель уже делать некуда. Здесь остается лишь 10 точек. И поэтому делаю 10 соединительных петель за дальнюю дужку. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И остается еще небольшой элемент для совершения ряда. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке и делаю 2 соединительных петли с накидами. Раз, 2. Снова воздушная петля подъема, снова поворот и просто 2 соединительных петли. Раз, 2. И вот такой получается первый ряд. Вот он, этот элемент. И теперь в обратную сторону я начну вязать второй ряд. Второй ряд это будут вот эти вот листики. Итак, начинаю второй ряд. Снова воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке и начинаю второй ряд. Это 2 соединительных петли с накидами за дальнюю дужку. Раз, 2. Снова воздушная петля подъема, поворот и снова 2 соединительных петли. Раз и 2. И теперь в обратную сторону воздушная петля подъема, поворот, делаю 10 соединительных петель с накидами. И здесь, смотрите, будет сколько ступенечек, их все надо пройти. Делаю накид на крючке во второе звено от крючка, вкалываю крючок, раз, 2. Дохожу до первой ступеньки, и здесь раз, 2, и вот он нижний ряд. Здесь делаю цепку следующим образом. Вкалываю крючок в перемычку и в ниточку, раз, перемычку и в ниточку, 2, и в нижний ряд за дальнюю дужку.
в нижний ряд рано, делаю накид на крючке и в нижний ряд за дальнюю дужку. Вывожу петлю и петлю я протаскиваю через все нити, которые были на крючке. Подтягиваю, подтягиваю. Это будет 3. Накид, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь очень легко ориентироваться. Всегда вот в этом длинном ряду нужно будет дойти вот до этих вот ступенечек. Воздушная петля подъема, поворот и дальше 10 соединительных петель до конца ряда. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Воздушная петля подъема, поворот и в обратную сторону 8 соединительных петель с накидом. Раз, два, 3, 4, так, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот и в обратную сторону элемент из объемного листика. Это 6 петель, да? Во второе звено от крючка начинаю соединительная петля, столбик без накида, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида и соединительная петля. И вот получается объемный листик. А дальше начинается раппорт, который мы будем повторять до конца этого ряда. Воздушная петля подъема, поворот и 16 соединительных петель с накидом. И я прохожу все вот эти ступеньки, не забываю сделать все эти сцепки. Итак, накид на крючке во второе звено от крючка. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Сцепка с нижним рядом, сцепка с лица, поэтому подхватываю 2 ниточки, делаю накид, 7, 8. Сцепка с нижним рядом через 2 ряда. Раз, два, накид. Так. Еще раз. Накид, вкалываю крючок и протаскиваю петлю через все петли на крючке. Подтягиваю. Это 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Воздушная петля подъема, поворот, 10 соединительных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Воздушная петля подъема, поворот, 8 соединительных петель с накидом. Раз, два,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот и элемент листика. Объемный элемент листика. Соединительная петля, столбик без накида, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида и соединительная петля. Воздушная петля подъема, поворот и снова 16 соединительных петель с накидом. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Еще раз. Сцепка с нижним рядом. Это будет 7. 7, 8. Еще одна сцепка через 2 ряда. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Воздушная петля подъема, поворот, 10 соединительных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Воздушная петля подъема, поворот, 8 соединительных петель с накидами. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот. Объемный элемент для листочка из 6 петель. Раз. Столбик без накида. 2. Полустолбик с накидом. Полустолбик с накидом. Столбик без накида и соединительная петля. И снова 16 соединительных петель с накидами. Воздушная петля подъема, поворот. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Сцепка 7, 8. Сцепка через 2 ряда. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Я оказываюсь в самой последней точке этого ряда. Воздушная петля подъема, поворот. Последний раз делаю этот элемент. 10 соединительных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Воздушная петля подъема, поворот. 8 соединительных петель с накидами. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот. Объемный элемент для листочка из 6 петель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. И заканчиваю этот ряд. Остается здесь место лишь для 8 соединительных петель с накидами. Воздушная петля подъема, поворот, и делаю раз, 2, 3, 4, 5, 6. Сцепка. 7, 8. И остается небольшой элемент для завершения этого ряда. Воздушная петля подъема, поворот. 2 соединительных петли. Раз, 2. Воздушная петля подъема, поворот. И снова 2 соединительных петли с накидом. Как в самом начале. Раз и 2. И вот он, второй ряд этого узора из листиков, из веточек. Вот он, этот второй ряд, он готов. И теперь давайте сделаем еще третий, четвертый ряд, для того, чтобы просто сомкнуть красиво вот этот край, чтобы он был точно таким же, как и начальный. Здесь все очень и очень просто. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь я вяжу все петли. У меня это 34 петли. Я делаю соединительные петли без накидов. Обычные. Раз, 2. Все петли провязываю за один ряд. Все сцепки, которые встречаются у меня, тоже провязываю в этом ряду. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это будет третий ряд. 9, 10. Ну, в общем, я думаю, это понятно. Провязываю так до конца ряда. У меня будет 34 петли, ровно то число, которое я набирала в начале. Это правильно. Если у вас какое-то другое число, то значит где-то вы ошиблись. Провязала я 34 петли. Вот такой элемент получается. И дальше мне нужно вернуться опять вот в эту же точку и начать все сначала. Начать с первого ряда, потом второй ряд, потом третий, потом четвертый. Итак, четвертый ряд. Воздушная петля подъема, поворот, и четвертый ряд я провязываю все те же 34 соединительных петли, но делаю их уже с накидами, потому что они будут появляться на лицевой стороне, а на лицевой стороне мы делаем объемные косички, и поэтому делаем соединительные петли с накидами. Вяжу так до конца этого ряда. Довязала я четвертый ряд до конца. Вот, видите, он получается окомлен такой объемной косичкой, да? И, как я уже сказала, дальше возвращаемся к первому ряду и повторяем все снова и снова. И на большом образце, ну как на большом, чуть-чуть побольше образец, здесь у меня чуть-чуть побольше связано рядов, это будет выглядеть вот так. Вот они, веточки, ряд, косички. Веточки, косички. И если вы хотите делать шапочку, то я, конечно, рекомендую как раз-таки вязать последний ряд, вот эта пышная косичка, и затем, здесь он у меня не связан, видите, вот так вот мы его сшиваем, и как раз вот эти вот пышные косички помогут, допустим, отделить клинья друг от друга, если это будет шапочка или беретик, да.
Я нарисую схему к этому узору, там исключительно будет числовая схема, что куда поворачивать. Схему можно будет скачать у меня в телеграм-канале. Заранее спасибо за ваши лайки, за то, что пишете комментарии, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. Пока-пока.